Дорогие друзья, приветствую вас на канале Food Court. И в этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления куриной ветчины. В домашних условиях своими руками вы можете приготовить вот такой прекрасный деликатес. Эта ветчина невероятно вкусная, ароматная, с очень тонким набором специй, прекрасное украшение для вашего стола. Для приготовления куриной ветчины я взял 2 килограмма мяса куриных окорочков и 2 килограмма куриной грудки. Все это подрезал под мясорубку. И на первом этапе я проведу предварительный посол. Солить я буду посолочной смесью, в составе которой 18 грамм соли на 1 килограмм мяса и 2 грамма сахара на 1 килограмм мяса. Соль у меня обычная поваренная пополам с нитритной солью с содержанием нитрита натрия 0,6%. Солить я буду отдельно мясо грудки и отдельно мясо окорочков. Равномерно распределяю соль и аккуратно вымешиваю мясо таким образом, чтобы соль равномерно распределилась между кусочками мяса. Точно таким же образом я сейчас внесу посолочную смесь мяса куриных окорочков. Я сторонник предварительного посола, хотя знаю, что сейчас многие просто готовят сразу с колес, то есть посолил, запаковал, сварил. Я же сторонник все-таки сделать предварительный посол для того, чтобы нитритная соль сработала. Вот таким образом я упаковал мясо в вакуумные пакеты. Вот, откачал воздух в вакууматоре и теперь отправлю в холодильник на 72 часа при температуре где-то 2-4 градуса. Мясо прошло предварительный посол, 72 часа, нитритная соль сработала, мясо брало цвет, да, значит, и здесь у меня вот такое мясо, значит, это у нас слегка подморожено. Буду перекручивать на мясорубке с решеткой 5 миллиметров. Значит, специи из расчета на 1 килограмм мяса. Значит, здесь у меня фосфат пищевой 2,5 грамма на килограмм. Аскорбат, антиокислитель жира полграмма на килограмм. И специи, значит, перец черный молотый и перец белый молотый по 1 грамму. Здесь у меня кардамон и мускат по полграмма и чеснок сухогранулированный 1 грамм на килограмм. Так, и кроме этого я буду использовать вот такую добавку. Это фисташки. Значит, фисташки из расчета 10 грамм на 1 килограмм. В качестве жидкости я буду добавлять сливки из расчета 10% на вес мяса. Итак, после предварительного посола я мясо подморозил, и теперь на решетке с диаметром отверстия 5 мм я его перекручу. Теперь в перекрученный фарш я внесу специи и вымешаю с ними фарш. Точный перечень специй, граммовку я оставлю в описании к этому видео. Теперь, после того, как я смешал специи с фаршем, я переместил его в чашу планетарного миксера и буду вымешивать эмульсию с добавлением сливок. Вот такой насадкой на обычном тестомесе я буду сейчас добавлять жидкую составляющую и вымешивать
на средних оборотах где-то примерно 5-7 минут для того, чтобы получить равномерную однородную эмульсию. Сливки я добавляю из расчета 10% на 1 килограмм фарша, то есть это 100 миллилитров. Куриное мясо, оно имеет очень низкую жирность, и сливки я добавляю именно, а не молоко. И жирность сливок у меня 33%. Сливки я предварительно подморозил для того, чтобы при вымешивании температура фарша не поднималась выше 4-6 градусов. Вымешивал я примерно где-то 5-7 минут, постепенно увеличивая обороты. И вот посмотрите, пожалуйста, друзья, какой консистенции получилась эмульсия. Она однородная, очень хорошо вымесилась, тянется. Именно такой консистенции нужна эмульсия для того, чтобы структура куриной ветчины была плотная, однородная, ровная. Теперь очень важный момент – это контроль температуры фарша. Для того, чтобы не получить бульонно-жаровой отек при тепловой обработке, температуру фарша необходимо контролировать на всех этапах его составления. Нормальная температура – это в пределах 4-6 градусов. Теперь я загружаю фарш в колбасный шприц и начинаю набивать оболочку. Вот такая у меня сегодня оболочка. Это куриная кожа. Когда я готовил мясо на ветчину, я убрал тушку курицы из кожи, и теперь я попробую приготовить эту ветчину в натуральной куриной оболочке. Ну конечно, вы сейчас можете с меня поржать, но я подумал, что есть натуральная оболочка говяжья, черева, свиная, баранья. А почему не сделать куриной? Вот такая у меня сегодня будет оболочка. Посмотрим, что с этого получится. Ну вот, как-то так. После всех этих манипуляций получился у меня такой крабик. Короче, крылья есть, а ног нету. Килограмма где-то 1,5 получился. Вот такой объем в этой натуральной куриной оболочке. Вот таким образом я придал форму шара и поместил в формовочную сетку. Завязал с обоих сторон. И таких у меня получилось 2. И у меня осталось немного фарша, и я использовал обычную коллагеновую пленку и сформировал еще один такой вот шарик. Теперь я упаковал это все в вакуумные пакеты, завакуумировал и буду проводить тепловую обработку в су-вид. Для тепловой обработки я поместил пакеты вакуумные с ветчиной в контейнер с водой температурой 40 градусов, установил на кипятильнике температуру 68 градусов и время 4 часа. Диаметр изделия получился приличным, где-то 170 миллиметров. Поставил небольшой груз, чашку с водой, и все это оставил до полной готовности ровно на 4 часа. Итак, следующий этап – это обсушка. После тепловой обработки я остудил в холодной воде изделие и подвесил в духовке, включил конвекцию, температура примерно 45-50 градусов.
на 30 минут для того, чтобы провести этап копчения. Коптить я буду обычным дедовским способом в кастрюле. На дно кастрюли я поместил контейнер из фольги, где у меня примерно 30-50 грамм деревянных опилок, фракция где-то 0,3-0,5 миллиметра. Это у меня ольха. Ставлю вот такую решетку, на которой будет коптиться ветчина. Нагреваю. Когда появляется первый легкий дымок, я помещаю в кастрюлю ветчину и оставляю ее на 5-7, может быть 10 минут, в зависимости от того, какую я хочу получить плотность копчения. Итак, дорогие друзья, вот теперь давайте посмотрим на готовый результат. Куриная ветчина с крылышками. Это тот кусочек, который был в натуральной куриной оболочке. Прекрасно прошла тепловая обработка, крылышки хорошо отделяются. И теперь мы посмотрим, что получилось в разрезе. После копчения ветчина провела у меня 3 часа на проветривании при комнатной температуре. И затем 12 часов провела в холодильнике на стабилизации. И вот посмотрите. Да, вот это красота. Фисташки. Красивый разрез. Крылышки – это отдельная тема. Сейчас мы ее попробуем на консистенцию и плотность. Я надеюсь, что все будет нормально. Эмульсия была хорошо вымешана. Смотрите, ветчина не разваливается. Имеет такой плотный, упругий срез. Эластичность. А теперь я хочу сделать разрез того кусочка ветчины, которая была в коллагеновой пленке. В принципе, технология та же самая. Единственное, что оболочка не натуральная, а коллаген. Коллагеновая бумага. В принципе, результат тот же самый. Та же плотность. Хотя, когда я формировал вот эти вот шарики ветчины, мне показалось, что в бумаге я смог более плотно сформировать фарш, более сильнее уплотнить. Режется она прекрасно, эластично. Запах, конечно, стоит невероятный. Очень хорошо раскрылись специи. Коллагеновая оболочка, она тоже съедобная, но в принципе она легко снимается. Вот такую красоту вы можете приготовить дома своими руками, друзья. Если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, оставайтесь на фудкорте. Будет много вкусных и интересных рецептов. До встречи в новых видео, друзья!